Древний Египет. Мир фараонов, пирамид и сфинксов. Мир тайны, который уводит современного человека, как кажется, в небывалую даль времен. Нескончаемым потоком тянутся в Египет туристы из всех стран мира, чтобы прикоснуться к этой тайне. Мало у кого из этих людей возникает сомнение в неоспоримой древности этой страны. Мы с детства уверены, что у историков имеются доказательства многотысячелетнего прошлого Египта. Но оказывается, не все так просто и очевидно. Выясняется, что не вся информация, дошедшая из прошлого Египта до нашего времени, расшифрована и опубликована. На стенах и сводах египетских гробниц и храмов, которые так любят посещать туристы, сохранились уникальные изображения, созданные искусными художниками и астрономами древности. Это зодиаки. К сожалению, большинство посетителей этих мест ничего о них не знает. Более того, сегодня практически невозможно найти публикацию полного изображения того или иного египетского зодиака. В лучшем случае можно найти фотографии отдельных фрагментов. Попытка произвести собственную подробную фотосъемку зодиака в египетской гробнице может вызвать серьезные проблемы с местной службой безопасности. Попробуем разобраться, что же зашифровано в этих древних изображениях и почему их так тщательно охраняют. Считается, что современная наука знает о Египте, если не все, то очень многое. Согласно официальной версии, Древний Египет – это одно из первых государств в истории человечества. Оно возникло на африканском континенте примерно в начале IV тысячелетия до нашей эры и просуществовало до I века нашей эры. Считается, что период расцвета Египта длился с 2700 по 2200 год до нашей эры. О древних египтянах известно немного. То, что они жили под властью фараонов, которым поклонялись как божествам, верили в загробную жизнь и мумифицировали тела умерших правителей. Мумии фараонов помещались в роскошные и фантастические для своего времени гробницы, залы которых были украшены росписями и рисуночным письмом. Если верить египтологам, последние погребения устроены не позднее первых веков нашей эры. Это официальная хронология Египта. Так или примерно так представляет себе египетскую историю большинство людей во всех странах мира. Но откуда взялись все эти сведения? Откуда известно, что происходило несколько тысяч лет назад? Кем и когда была установлена древность Египта? Сначала стоит разобраться, когда в Европе вообще узнали об этой стране. Это достаточно важный момент нашего расследования. Ведь до конца XVIII века европейцам о Египте было известно ничтожно мало. Вот доказательства. В довольно объемном хронографе конца XVII века египетской истории посвящена всего пара страниц. Из текста видно, что знания европейцев скудны, разрозненны и довольно туманны. Но все меняется после победного похода Наполеона Бонапарта в Египет в 1798-1801 годах. В этом военном походе
Французскую армию сопровождали художники и ученые. Художники зарисовывали египетские памятники, а ученые собирали предметы культуры и быта и пытались их систематизировать. Из рисунков был составлен так называемый «Наполеоновский альбом». А результатом работы ученых стало многотомное сочинение «Описание Египта», вышедшее в Европе в начале XIX века. Это были первые шаги абсолютно новой европейской науки – египтологии. И первые попытки датировать обнаруженные египетские памятники. Но как же все-таки появилась версия о древности Египта? В начале XIX века французский филолог Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифическое письмо на розетском камне, привезенном во Францию из того самого наполеоновского похода. На гранитной плите, найденной французами близ египетского городка Розетта, были выбиты тексты на 3 языках – иероглифами, египетским дематическим письмом и на греческом языке. Ученый предположил, что тексты идентичны, сопоставил их и таким образом расшифровал египетские иероглифы. Однако известно, что и задолго до Шампольона иероглифы в Европе читали и понимали. Но вот что странно, оказывается, из иероглифических надписей вычитывали отдельные христианские тексты и даже целые отрывки из Библии. А ведь это в корне противоречило скаллигеровской хронологии. И тогда эти ранние переводы объявили неправильными. А сегодня именно Шампольону принадлежит слава составителя первой грамматики и первого словаря древнеегипетского языка. Он же одним из первых заявил о том, что история Египта началась за несколько тысячелетий до нашей эры. Но на каком основании? Обнаружив в XIX веке огромные списки каких-то египетских имен, он сразу решил, что это имена фараонов. Не высокопоставленных сановников, не просто богатых, известных людей, а именно правителей. Списки эти были неполными. Конкретной информации о правлении той или иной династии было очень мало. Поэтому установить длительность правления того или иного фараона было крайне трудно. Но египтологи нашли выход. Например, знаменитый египтолог Генри Брухш XIX века, известный немецкий египтолог, поступил так. Он решил, из соображений, которые никак не обосновывал, что необходимо отвести на одного фараона примерно 33,1 года, исходя примерно из 3 фараонов на одно столетие. И таким образом, подсчитывая число фараонов и считая, что каждые 3 фараона дают нам одно столетие, он двинулся в прошлое, подсчитывая тем самым даты правления старых династий, которых сегодня насчитывается около 20. Все остальные египтологи согласились с таким принципом построения египетской истории. В то время уже была принята хронология французского ученого XVI века Иосифа Скаллигера. По этой хронологии история Египта насчитывала несколько тысяч лет. И эта версия считалась вполне обоснованной. Поэтому в XIX веке такая египетская хронология вполне укладывалась в мировую хронологию Скаллигера, как бы подтверждая ее. Заметим, что сегодня, спустя пару веков, невероятно долгая история Египта вообще ни у кого не вызывает вопросов. Но эта хронология очень странно выглядит, поскольку никаких обоснований таких цифр нету. А анализ, который нами предпринят, показывает, что средняя длительность правлений для правителей древнего мира не 33,1 года, а где-то примерно около 17 лет. Да и то это для разных регионов разнится. Таким образом, можно сделать следующий вывод. И хронология Египта, и сама египтология основаны не на строгих научных исследованиях, а на домыслах египтологов XIX века – Шампольона, Брухша и других.
Между тем, у них была возможность установить подлинную хронологию Египта. Ведь ушедшие поколения египтян оставили для своих потомков особые знаки, в которых зашифровали точные даты, связанные с историей Египта. Стены многих египетских гробниц украшены достаточно большими росписями, на которых угадываются символические изображения зодиакальных созвездий. Подобные рисунки можно увидеть и под сводами храмов, и на крышках некоторых саркофагов. Эти картины звездного неба называются зодиаками. Что же представляет собой зодиак? Вот зодиакальный пояс, то есть круг из 12 основных созвездий: Овен, Телец, Близнецы и так далее. В этом круге движутся все планеты, а также Луна. Солнце тоже всегда находится в этом круге. Круг напоминает часы. Зодиакальный пояс — это циферблат. Планеты — это стрелки, которые перемещаются относительно созвездий. Если в определенный час суток зарисовать положение стрелок на обычных часах, всем будет ясно, какое время указано на рисунке. То же самое происходит и с часами астральными. Движение планет постоянно. Каждый день можно наблюдать новое расположение планет относительно основных созвездий Солнца и Луны. Значит, у каждого дня есть свое астрологическое время на этих часах. Это время астрономы называют гороскопом даты. И если сегодня зарисовать видимое на небе положение планет, можно быть уверенным, что спустя много лет ученые смогут расшифровать, о каком дне идет речь. На зодиаках с помощью символов картинок указывается положение планет, Солнца и Луны. Конкретное положение планет определяет конкретную дату. Очевидно, что, создавая зодиак, египтяне хотели сохранить для потомков дату, имеющую отношение к тому или иному сооружению или важному событию. Перед вами один из самых знаменитых египетских зодиаков – зодиак из храма в Дендере. Он был обнаружен европейцами в 1799 году и вывезен в Париж. Оригинал зодиака до сих пор находится в Лувре. А в Дендерский храм поместили его копию. Копия довольно верная, хотя и более красивая, чем подлинник. Из-за формы этот зодиак часто называют круглым дендерским зодиаком. Фигур здесь много. Среди них можно увидеть знакомые символы. Фантастическое животное с рыбьим хвостом и головой козла – это символ созвездия Козерога. Кентавром, стреляющим из лука, изображали и изображают созвездие Стрельца. А это Скорпион – явный символ одноименного созвездия зодиака. На зодиаке легко узнаются символы всех 12 зодиакальных созвездий. Еще здесь видно фигуру женщины с поднятыми над головой руками. Это египетская богиня Нут, или богиня неба, символ небесного свода. Часто у женской фигуры неестественно растянутое и изогнутое тело, которым она огибает рисунок. Этот знак непременно присутствует на египетских зодиаках и отличает их от других росписей. Но есть ли здесь указание на конкретную дату? Говоря научным языком, является ли этот зодиак гороскопом? Что нужно для символического изображения конкретной даты, кроме зодиакальных созвездий, Луны и Солнца? Для этого нужны планеты, расположенные в том порядке, в котором они находились на небе в этот день. На круглом дендерском зодиаке есть множество человеческих фигурок с посохами в руках. Это символы планет. Фигурки с посохом в древней символике ассоциировались с движением, а планеты — это постоянно движущиеся небесные тела.
И эти фигурки на зодиаке стоят не хаотично, а в определенном порядке относительно созвездий зодиака. Значит, на круглом дендерском зодиаке изображена картина звездного неба. Следовательно, зашифрована конкретная дата. Но какую дату могли зашифровать строители египетских храмов и гробниц так точно? Недалеко от Дендеры, в луке, образованной огромным изгибом Нила, располагается город Эсна. В XIX веке европейцы обнаружили здесь два храма, в которых изображены зодиаки. Эти зодиаки очень похожи по своей символике на дендерские, хотя между ними и есть небольшие отличия. И Дендера, и Эсна находятся в окрестностях знаменитого Луксора. Здесь построены самые большие из египетских храмов. Здесь найдены самые большие каменные зодиаки. О чем они могут говорить? Вероятно, египтяне зашифровали в зодиаках на потолках луксорских, дендерских и эссенских храмов даты событий, которым эти храмы посвящены. Вероятно, это была обычная традиция. Красочные росписи на стенах и под куполами священных зданий рассказывают о значительных событиях, как правило, прошлых времен. В храмах Дендеры и Эсны на самом почетном месте, на потолке, кстати, как и подкупольная роспись в русских храмах, расположены зодиаки. Значит, даты, зашифрованные в этих зодиаках, должны быть очень важны для египетской истории. Но что это за даты? В случае, когда зодиак изображен, скажем, над саркофагом фараона или над мумией умершего, то очевидно, что на нем изображена дата, скажем, смерти или дата, связанная с жизнью вот этого человека. Ну, скорее всего, дата смерти. Но, по крайней мере, дата из эпохи его жизни. И тут, вычисляя эту дату, мы получаем датировку его жизни. И смерти там или какого-то другого события, но, по крайней мере, это датировка эпохи конкретного человека, здесь похороненного. Вот пример зодиака в царской гробнице. Это один из самых впечатляющих египетских зодиаков. Зодиак в гробнице Рамзеса VI. Как и многие другие гробницы, она расположена в долине царей. Зодиак нарисован на потолке погребальной камеры, прямо над саркофагом фараона. Скорее всего, в нем зашифрована дата рождения или смерти Рамзеса VI. Точно так же, как и в гробницах других фараонов. Таких зодиаков, имеющих непосредственное отношение к захоронениям царей, очень много. Египтяне не случайно записывали даты в виде зодиаков. Они понимали, что датировать то или иное событие с помощью какой-то календарной эры – это путь не очень хороший. Потому что меняются календари, забываются начальные точки отсчета календаря. Отсчитывать даты от, скажем, воцарения того или иного фараона можно, конечно, но это тоже путь очень зыбкий. Придет время, фараона забудут. Поэтому астрономы Древнего Египта понимали, что необходимо записать дату как-то более инвариантно, на языке, который будет вечен, чтобы его могли потом понять и прочесть их потомки. Как и надеялись древние египтяне, ученые сразу же решили датировать зодиаки астрономическим методом, то есть расшифровать гороскопы в зодиаках. В известном наполеоновском альбоме, опубликованном по результатам первого похода в Египет, зодиаки названы астрономическими таблицами или скульптурными зодиаками. Ни у кого не возникло сомнений, что они содержат сведения о египетской истории. Европейские астрономы XIX века предприняли ряд вычислений. Но после нескольких попыток датирования египетские зодиаки были объявлены плодом воображения древних людей. И все исследования этой темы были свернуты. На долгие десятилетия официальная наука словно забыла о египетских зодиаках.
По сей день важнейшая информация, которую содержат эти древние знаки, недоступна ни широкому кругу ученых, ни любителям истории. И это произошло не случайно. Одно из двух. Или историки-египтологи просто не смогли расшифровать зодиаки и не хотят это признавать. Или им все-таки удалось прочитать хотя бы часть этих древних знаков. Но даты, полученные при расшифровке, абсолютно не совпадали с принятой хронологией Скаллигера, поэтому их пришлось скрыть. В XIX веке астрономы, изучавшие древнеегипетские зодиаки, обнаружили невероятное совпадение, которому у них не было объяснения. Это символы зодиакальных созвездий на все том же круглом дендерском зодиаке: Лев, Стрелец, Рак, Козерог. А вот это средневековая карта звездного неба Альбрехта Дюрера, созданная, как принято считать, в 1515 году. И на древнеегипетском зодиаке, и на средневековой карте Дюрера созвездия обозначены одними и теми же символами: Рак, Лев, Стрелец, Козерог. Если бы во времена Дюрера уже были известны египетские зодиаки, то можно было бы предположить, что он просто позаимствовал эти символы у древних египтян. Но Дюрер жил в XVI веке, а зодиаки обнаружили только в XIX. Почему же египетская символика, созданная якобы за несколько тысяч лет до нашей эры, ничем не отличается от средневековой? И тогда астрономы предприняли еще одну попытку. Они предположили, что египетские зодиаки не такие уж и древние и были сделаны в период с 1 по 3 век нашей эры. По официальной хронологии, именно в это время в Египте наступило владычество Римской империи. Влияние Рима на культуру египтян хоть как-то могло объяснить сходство египетских и европейских символик. Приняли эту версию. Начали расшифровывать гороскопы. И снова неудача. За время римского правления расположение планет, зафиксированное в гороскопах, ни разу не наблюдалось. Попытка подтвердить с помощью египетских зодиаков принятую версию древности Египта не удалась. Решение задачи не сходилось с заранее известным ответом. Но существование зодиаков в египетских гробницах уже невозможно было скрыть. Египтологам все-таки надо было предложить хоть какое-то объяснение. И они его предложили. Правда, совершенно неубедительное. Они заявили, что да, мы знаем зодиаки Древнего Египта, да, их действительно много. Да, действительно, там есть созвездия, да, действительно, там есть, по-видимому, планеты. Но, сказали египтологи, не нужно думать, что это гороскопы. Не нужно думать, что это астрономические картины. Это, скорее всего, религиозные сцены, поскольку планеты раньше часто считались богами. Меркурий – это одновременно и планета, и бог. Венера – одновременно и планета, и богиня. Юпитер – одновременно верховный бог и яркая планета. Давайте еще раз посмотрим на круглый дендерский зодиак. Это символ Солнца. Это символы планет Венеры и Меркурия. И Венера и Меркурий на зодиаке располагаются рядом с Солнцем, то есть там, где им и положено находиться. Дело в том, что движения планет подчинены определенным законам, и при взгляде с Земли Венера и Меркурий не могут находиться слишком далеко от Солнца, а следовательно и друг от друга. В подлинном гороскопе они должны появиться рядом. Значит, на дендерском зодиаке Венера и Меркурий – это не боги, а планеты. Можно, конечно, предположить, что это просто совпадение.
фантазия художника неожиданно совпала с реальной картиной неба. Но вот еще один зодиак из храма в Дендере, называемый длинным дендерским зодиаком. И опять Венера и Меркурий рядом с Солнцем. Вот в наших исследованиях с фантастическим зодиаком, который ни при какой интерпретации не дает решения, мы не сталкивались. Таких зодиаков мы не знаем. Есть зодиаки, которые дают там 2 или несколько решений. Вот если бы, как говорят египтологи, зодиаки были бы действительно фантазиями, то хотя бы в каком-то случае эта фантазия довела бы до нарушения каких-то астрономических законов. Ну, скажем, Венера оказалась бы слишком далеко от Солнца, или Меркурий бы оказался слишком далеко от Солнца. Есть некие законы, которые не каждому гороскопу позволяют проявиться на небе. Ни разу такого не происходило. Всегда астрономические законы на зодиаках все выполнены, и дата, которая из него получается, однозначно или неоднозначно, всегда находится в историческом интервале. Если египетские зодиаки не более чем плод воображения художников, то зачем этим художникам надо было так точно отображать положение планет, вместо того, чтобы уже окончательно дать волю фантазии? Современный художник, изображая вымышленную реальность, вряд ли будет рисовать точное расположение домов, скажем, на своей улице. Зачем ему это? Он может себе позволить не соблюдать пропорции, придумывать несуществующие объекты и все что угодно. Но если на каждой картине художника улицы, дома, деревья нарисованы так, как они выглядят в действительности, то значит он рисует не свой вымысел, а то, что видит каждый день. В случае с зодиаками все еще точнее. У людей, создававших эти знаки, была цель – зафиксировать положение планет и светил на небе и таким образом сохранить определенную дату. Они не знали, что через несколько веков эти даты не совпадут с хронологией Скаллигера. Египетские зодиаки пытались датировать многие известные астрономы XIX века. Дюпюи, Лаплас, Фурье, Летрон, Хольм, Био. Полученные ими результаты оказались отрицательными. Таких планетных сочетаний, то есть гороскопов, на реальном небе не появлялось, начиная от глубокой древности и до самого Средневековья. Для более поздних эпох вычисления производить не решились. Таким образом, можно утверждать, что астрономы XIX века, воспитанные на хронологической версии Скаллигера, все же искали в зодиаках даты, которые могли бы стать неопровержимым подтверждением глубокой древности Египта. Но такого подтверждения они не нашли. В начале XX века датировкой зодиаков в храмах Дендеры заинтересовался русский ученый Николай Морозов. Он стал первым, кто предложил датировать египетские зодиаки по их астрономическому содержанию, не оглядываясь на традиционную скаллигеровскую хронологию. Морозов доказал, что астрономическое датирование египетских зодиаков никак не может дать нужные египтологам даты, что разгадку нужно искать не в узком промежутке времени, а на всем протяжении истории человечества. Однако точные даты, бесспорные для каждого из зодиаков, не могли предложить ни сам Морозов, ни ученые, которые развивали его методы. Египтологи, да, и их астрономы, которые на них работали, задавали временной отрезок, а Морозов, скажем, который не верил временным отрезкам египтологов, все равно был ограничен в своих вычислениях, и все равно не мог перебирать слишком много вариантов, все равно ему приходилось из каких-то, чисто умозрительных соображений, из какого-то количества возможных интерпретаций выбирать одну. Он просто не мог все просчитать.
Для того, чтобы разобраться во всех вариантах решений и из нескольких подходящих выбрать правильное, нужна была дополнительная информация. В 2001 году Анатолий Фоменко и Глеб Носовский разработали новый метод датировки – метод полной расшифровки египетских зодиаков. Они увидели, что та дополнительная информация, которой не хватало ученым раньше, есть на самом зодиаке. Древние египтяне позаботились и об этом. Мы обнаружили поразительную вещь, которую до нас, по-видимому, никто не замечал. Дело в том, что на старинном зодиаке Египта изображен, как выяснилось, не один зодиак, а часто несколько. То есть не один гороскоп, а несколько гороскопов. Один гороскоп, который мы назвали главным, основным. Это гороскоп, который записывает дату, который предполагал зафиксировать данным изображением старинный астроном и художник. Но кроме того, на этом зодиаке астрономы Египта и художники изображали также астрономическую информацию, которая относилась к данному году. Фоменко и Носовский увидели, что дополнительные символы планет на зодиаках не случайны. Они тоже составляют гороскопы. Ученые назвали их частными. Частный гороскоп – это положение планет в дни весеннего и осеннего равноденствия и в дни зимнего и летнего солнцестояния. А чтобы не возникало путаницы, планеты изображали с помощью разных символов. Планеты основного гороскопа рисовали просто, в виде фигурок с посохами. А в символах планет частных гороскопов эти фигурки или посохи обязательно помещались на предмет или на животное. Чаще всего можно увидеть фигурки на лодке или на змее. Максимальное количество информации давало возможность точно записать нужную дату. В египетских же зодиаках частные гороскопы присутствуют практически всегда. И методика Фоменко и Носовского как раз основана на том, что с помощью частных гороскопов проверяются и уточняются данные расшифровки основного гороскопа даты. Поразительным открытием, которое мы совершили в 2002 году, было то, что на зодиаках, как оказалось, вот все фигуры несут в себе астрономический смысл. И что кроме изображений 7 планет древности на своих астральных местах по созвездиям зодиака, там еще есть дополнительная астрономическая информация. Вот эти другие фигуры, тоже планетные, они оказались не просто отражением каких-то наивных фантазий, а это фигуры, несущие в себе четкий астрономический смысл, дополняющий гороскоп и позволяющий не просто однозначно вычислить дату, но и доказать расшифровку. Математики предложили абсолютно четкий алгоритм расшифровки. Сначала определяются все значения символов планет основного гороскопа и расположение планет относительно зодиакальных созвездий Солнца и Луны. Затем начинается поиск всех дат в заданном историческом интервале. Для этого используется компьютерная программа Horus, которая была специально создана Фоменко и Носовским для датирования зодиаков. В программе задается расположение планет в определенном зодиаке и отрезок времени, в границах которого надо искать дату. И, наконец, проверяются все полученные даты. Проверка ведется по признакам видимости, положению планет и по соответствию частным гороскопам этого зодиака. Должно быть полное совпадение с реальной картиной звездного неба в тот или иной год. Если совпадение есть, дата зодиака определена. Но методика Фоменко и Носовского позволяет расшифровать дату и на тех зодиаках, на которых нет частных гороскопов. То есть нет дополнительной астрономической информации. Такие зодиаки часто встречаются в Европе.
Например, зодиак на старинном ковре из французского города Байо. Многочисленные исследователи ковра никогда не замечали, что в этом рисунке присутствует астрономический зодиак. Правда, иногда говорили, что на нем изображены отдельные зодиакальные созвездия. Но это все. Происхождение этого средневекового памятника довольно загадочно. Сам ковер – это льняное полотно длиной около 70 метров. В центре вышиты сюжеты, связанные с определенными историческими событиями. А на каймах по краям символы, которые ученые почему-то не пытались расшифровать. А расшифровка оказалась очень интересной. Анатолий Фоменко и Глеб Носовский увидели, что в вышивке на каймах ковра угадываются все зодиакальные созвездия, от Льва до Девы и обратно. То есть рисунок цикличный. И это не что иное, как астрономический зодиак. Планеты изображены человеческими фигурками, которые идут или стоят на обеих ногах. Это тоже принятая символика планет-путников. Но на ковре из Байо есть только планеты основного гороскопа. Дополнительной информации здесь нет. Только Солнце продублировано дополнительной маленькой золотой мужской фигуркой рядом с близнецами. Это отмечено летнее солнцестояние. Как мы уже сказали, частных гороскопов на зодиаке ковра из Байо нет. По официальной версии, на ковре изображена история завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем в XI веке. И сам ковер якобы был создан примерно в то же время. Но независимая астрономическая датировка по методу Фоменко-Носовского дала совсем иную дату. На зодиаке ковра зашифрована дата – 15 марта 1495 года. А это на 4 века позже, чем по официальной версии. Значит, не исключено, что на ковре изображены совсем другие исторические события. Таким образом, методика датирования Фоменко и Носовского позволяет расшифровывать все старинные зодиаки. Она учитывает, что вариантов решений, которые нужно проверить, огромное количество. Заданный временной интервал должен быть очень продолжительным и не ограничиваться привычными историческими периодами. Только так можно вычислить действительно правильное решение. Однако полученная дата может совершенно не совпадать с ожиданиями историков. В период наполеоновского похода в Египет европейские ученые обнаружили на потолке храма в Дендере каменный барельеф размером 25 на 42,5 метра. Он представлял собой 2 полосы изображений, идущие вдоль противоположных сторон потолка, как бы охватывая с 2 сторон пространство. Европейцы назвали его длинным дендерским зодиаком. Первые египтологи оценили его древность в 15 тысяч лет до нашей эры. Но позже ученые все-таки сместили датировку зодиака к началу нашей эры. С помощью метода Фоменко и Носовского проверим, сколько же действительно лет дендерскому зодиаку, подтвердится ли официальная версия. Для нашего исследования мы будем пользоваться рисунком из наполеоновского альбома. Авторы новой хронологии считают, что на сегодняшний день это самое точное изображение длинного дендерского зодиака, потому что сам зодиак после реставрации утратил некоторые детали первоначального изображения. А без этих деталей получить точную расшифровку невозможно. Итак, шаг 1. Фигуры зодиакальных созвездий на длинном дендерском зодиаке легко узнаваемы. Эти изображения похожи на изображения созвездий на других зодиаках. Планеты основного гороскопа представлены в виде путников с посохами, тоже традиционная символика. Сатурн – путник-мужчина с планетным посохом в руке правее Водолея, с полумесяцем на голове.
находится в области Водолея или Козерога. Юпитер – путник-мужчина с планетным посохом в руке между Рыбами и Овном. Рядом с его головой надпись «Гор Апис Сета», что означает «планета Юпитер». Марс – путник-мужчина с планетным посохом в руке и головой сокола между Рыбами и Водолеем. Венера изображена парой следующих друг за другом путников с планетными посохами в руках между Овном и Тельцом. Впереди мужчина с головой зверя, а за ним женщина со звездой над головой. Звезда означает, что в этот момент Венера была видима, что очень важно для расшифровки. Меркурий – двуликий путник-мужчина с планетным посохом в руке между Овном и Тельцом. Над головой у него нет звезды, то есть Меркурий в этот день был невидим. Расположение планет основного гороскопа определено. Фигур частных гороскопов здесь немного. Их тоже легко узнать. Они или стоят на каких-то предметах, или поставили на них свой посох. Вот, например, женщина с посохом, который она поставила на Козерога. Две женщины в лодке левее Близнецов. Мужчина с планетным посохом, стоящий в лодке между созвездием Близнецов и краем зодиака. Женская фигура с посохом на Козероге – это Венера. Птица Солнца на плече женщины является знаком зимнего солнцестояния в египетских зодиаках. Это и есть гороскоп для зимнего солнцестояния. И в год, который зашифрован на длинном дендерском зодиаке, Венера в этот день была в Козероге. Две женщины в лодке тоже явно символ Венеры. Эта планета вообще довольно часто присутствует в частных гороскопах. Рядом расположены традиционные для египетских гороскопов символы летнего солнцестояния. Лодка с лежащим в ней тельцом. Шест с птицей солнцем наверху. Мужчина в лодке близ созвездия Близнецов, высоко поднявший посох, это, скорее всего, тоже символ Солнца. Все фигуры вместе составляют частный гороскоп дня летнего солнцестояния. Женские фигуры находятся довольно близко от созвездия Тельца, а это значит, что в тот год Венера в день летнего солнцестояния была в Тельце или рядом с ним. Другие же планеты были не видны. Частный гороскоп дня весеннего равноденствия на этом зодиаке не очень понятный. Есть только мужская фигура, приносящая жертву. Это может быть любая планета, кроме Венеры, находящаяся в тот день вблизи Солнца. А вот гороскоп дня осеннего равноденствия достаточно подробен. Видно женскую фигуру с львиной головой рядом со знаком созвездия Девы. Это Венера. Львиная голова, к тому же, снабжена полумесяцем в виде рогов. Полумесяц в данном случае является символом Луны. А весь гороскоп говорит о том, что в день осеннего равноденствия в указанном году Венера и Луна были видны и находились недалеко от Солнца. Других планет поблизости от Солнца видно не было. Таким образом, расшифровываются все частные гороскопы на длинном дендерском зодиаке. Шаг второй. С помощью программы Horus вычисляются все даты, когда расположение планет на небе соответствовало их расположению на длинном зодиаке. Должно быть точное соответствие порядка планет и в решении, и на длинном зодиаке. Решения, не удовлетворяющие этому условию, не принимаются. Историки полагают, что этот зодиак был составлен не ранее начала нашей эры. Поэтому для поиска решений задается временной интервал от 500 года до нашей эры до 1900 года нашей эры. Получается несколько десятков предварительных дат, хаотично разбросанных по всему заданному периоду. И, наконец, шаг третий. Для этой проверки используется еще одна компьютерная программа – астрономическая программа Волынкина TurboSky. Во-первых, проверяется точное согласование между реальным расположением планет по созвездиям зодиака и картиной длинного зодиака в выбранной расшифровке. Во-вторых, точное соответствие признакам видимости. Венера должна быть в рассматриваемый день видима, а Меркурий должен быть невидим в положении между Тельцом и Овном. В-третьих,
оценивается точное соответствие года выбранного решения всем частным гороскопам на длинном дендерском зодиаке, то есть гороскопам осеннего и весеннего равноденствия и зимнего и летнего солнцестояния. Итак, длинный дендерский зодиак, который историки относят к первым векам нашей эры, содержит дату 22-26 апреля 1168 года нашей эры. Второй зодиак, круглый, самый знаменитый зодиак Египта, кстати, вот этот круглый, он небольшой, на потолке вот этого маленькой часовенки расположен на крыше большого храма. Его датировка 20 марта 1185 года. Вот две таких даты, они близки друг к другу, разница примерно 17 лет. Согласно официальной хронологии, история Древнего Египта началась более 4000 лет назад и закончилась в первые столетия нашей эры. Храмы и гробницы знаменитой долины царей построены якобы именно в этот период. В 2002-2003 годах Анатолий Фоменко и Глеб Носовский расшифровали несколько десятков так называемых древних египетских зодиаков. И первые же результаты исследования зодиаков с помощью метода независимой астрономической датировки опровергли официальную версию. Оказалось, что в зодиаках зашифрованы даты средних веков нашей эры. Из наших датировок следует, что вся известная нам древнеегипетская история, в том числе все известные нам события из истории фараонов, произошли не ранее X века нашей эры. Вот датировки египетских зодиаков, полученные при помощи метода полной расшифровки. На зодиаке Сети I записана дата или 14-16 августа 969 года нашей эры, или 5-7 августа 1206 года нашей эры. Есть два возможных варианта. А египтологи датируют правление Сети I XIII веком до нашей эры. На зодиаке Большого храма Эсны 31 марта, 3 апреля 1394 года нашей эры. На зодиаке Рамзеса IV или 15-16 апреля 1146 года нашей эры или 16 апреля 1325 года нашей эры. Тоже два возможных варианта. А по мнению египтологов, время правления Рамзеса IV – это XII век до нашей эры. На фивском цветном зодиаке Рамзеса VII 5-8 сентября 1182 года нашей эры. А традиционная история уверяет нас, что время правления Рамзеса VII – XII век до нашей эры. Мы видим, что даты, записанные на зодиаках, более чем на 2-2,5 тысячи лет отличаются от дат, установленных историками. Более того, имеется отдельный случай, довольно редкий, когда, скажем, знаменитый зодиак Брукша датируется серединой XIX века. Это особый случай. По-видимому, в Древнем Египте существовала практика создания, изготовления старинных гробов и записи на них дат в виде зодиака до XIX века. Вполне возможно, что европейские астрономы XIX века, расшифровав древние зодиаки, получили именно эти даты. Поэтому на дальнейшие исследования было установлено табу. Слишком сильно эта информация расходилась с традиционной версией развития человеческой цивилизации. Но исследования Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, их авторский метод полной расшифровки зодиаков, доказали, что история Египта, как и вся мировая история, сильно отличается от той, которую мы знаем. Неприятие наших результатов историками вызвано, на наш взгляд, одной причиной – нежеланием историков
или их неспособностью работать в области хронологии, в области установления дат. Историки желают считать хронологию неизменной догмой, абсолютной истиной, и от нее отталкиваться. Вот что они хотят. Причем, поскольку многие предыдущие поколения историков уже работали в области скаллигеровской хронологии, то они очень не хотят от нее отказываться, понимая, что работать в области новой хронологии придется им сделать все сначала. Но поэтому, как и в случае с работой Морозова, гептологи стараются не обсуждать датировки зодиаков, ибо они совершенно объективны, и любой желающий может перепроверить наш результат и убедиться, что получается дата средних веков. И понятно, что эти датировки очень опасны для хронологии скаллигеро-петаева. Именно поэтому историки стараются уйти от этого обсуждения и затуманить вопрос ссылками на якобы религиозный и мистический смысл этих изображений. Ни одна из дат, расшифрованных на египетских зодиаках, не подтверждает общепринятую сегодня хронологию Древнего Египта. Наоборот, эти даты полностью ее опровергают. Анатолий Фоменко и Глеб Носовский доказали, что все известные сегодня египетские зодиаки были созданы в период с XI по XIX век нашей эры. Это значит, что история Древнего Египта на несколько тысяч лет моложе той, которую нам навязывают историки. Неудивительно, что они упорно не признают эти датировки и называют их случайными. Но если все эти даты случайны, то почему ни одна из них случайно не попала в тот период времени, который устраивал бы историков скаллигеровской школы? Историки не могут ответить на этот вопрос. Зато ответ дает новая хронология. И это не умозрительные предположения, которые делали в свое время Шампольон или Брукш, а серьезные научные исследования, основанные на современных математических методах. Не только история Древнего Египта, но и вся мировая история содержит много вопросов, ответы на которые нельзя получить, оставаясь в рамках традиционной истории и хронологии. Историки скаллигеровской школы часто путали не только время, но и место исторических событий. Путали названия стран и городов. Об этом смотрите в нашем следующем фильме «Господин Великий Новгород. Кто ты?».